Итак, всем добрый вечер, друзья мои. Я решила сделать это объявление, поскольку вы знаете, что все сильные дни, вообще сильные времена, такие моменты, которые происходят во Вселенной, они достойны внимания, поскольку они не просто так происходят. Этими сильными днями можно воспользоваться в определенных целях. Вы знаете, во Вселенной нет понимания времени. Тем, что мы обозначили время, месяцы, годы, часы, минуты, секунды и так далее, мы этим э, ограничили свою жизнь. Мы закрыли доступ к мировым ключам. А на самом деле во Вселенной времени не существует. Люди древние ориентировались по определенным знакам, ориентировались по Солнцу, по Луне, по движению светил и так далее. Там крики, не обращайте внимания, мы даже сюда доходят. У нас там рядом частный дом, и родители, как только куда-нибудь уезжают, я уже так поняла, пожилые родители, как соберутся куда-нибудь уедут, сын там устраивает попойки со своими дружками, и вот они в пьяном угаре орут там песни с какими-то бабами, поэтому здесь слышно прямо аж этот крик. Итак, согласно Авесте, если сопоставить то время, которое приводилось в пример в этой древней книге, то оно совпадает примерно с 13, то есть с 13 до 18 число июня. Согласно Авесте, это время рождения Солнца или рождения нового Солнца. То есть в это время Солнце обновляется. И говорят, что боги открывают свои врата, чтобы услышать человека. Поэтому эти 6 дней, скажем так, с 13 по 18 включительно, сильные дни. 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 18 числа, где-то вот после 8-9 вечера, это время начинает убывать. Там, естественно, не было временного ограничения, часы, минуты никто не ставил. Но, как вычислили, скажем так, люди, занимающиеся востоковедением и прочее, это совпадает с 13 числом июня до 18 числа июня. Называется «Рождение нового солнца». И согласно Авесте, эти 6 дней очень сильны. Первые 3 дня посвящается время очищению пространства, остальные 3 дня дается, выделяется для прошения того, что ты хочешь. То есть, смотрите, уже начиная с сегодняшнего числа по 16, даже не 16, уже 15 число, вы можете делать чистки, а потом делать ритуалы на удачу. И вот такие сильные дни, чем они хороши, чем они отличаются от других дней в году? Вот смотрите, например, вы сделали какой-то ритуал, и у вас как-то получилось. Да, получилось, напополам, может, получилось. У всех получается. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Редко бывают люди, у которых не получается. Но я вам говорила, люди, у которых вообще не получается никак, либо у них закрытые дороги, абсолютно закрыты. Но это я предполагаю, потому что это надо посмотреть у человека. Так просто не скажешь, из-за чего не получается. Либо человек сам гнилой. Вот бывали моменты, когда человек говорил: ой, вы знаете, я делаю, мне не получается ничего. Я говорю: изучите канал, чтобы понять. Вот, может быть, вы неправильно чистки делаете, может, надо каким-то образом. Потом у меня есть прямой эфир, называется «Помоги себе». Я там раскладываю буквально все ритуалы, говоря очередность, с чего начать, потом что делать, если вы хотите, чтобы у вас получалось. Через некоторое время этот человек мне написала гадости. Я говорю: вот видите, мадам, вы говорите, что у вас не получается, вы делаете, а вы смотрите, какая вы гнилая. Оказывается, не просто так же у вас не получается, потому что я могу не видеть, я могу не обращать внимания, но боги же видят вашу душу, они видят, что ты гнилой человек, и поэтому тебе помогать не хотят.
Еще раз говорю, если не получается у человека, или он закрытый, абсолютно закрытый, просто у него действительно беда, и надо это снять, потом уже получится. Либо он гниль. И как время показывает, люди, которые реально делали, их меньшинство. И знаете, вот миллионы людей делали мои работы. Из них может быть 300-400 человек, у которых не получилось. Из этих миллионов. И то я преувеличиваю эту цифру. Очень может быть, что до 100 даже нет на самом деле. Потому что человек говорит, я сделал там какой-то шепоток, у меня не получилось. Дорогие друзья, если у тебя очень серьезная болезнь, ты аспирином, анальгином не вылечишь, правда? Ты не вылечишь аспирином и анальгином. Если получается краткосрочно, Людмила, это как раз говорит о закрытии человеческих дорог. То есть о закрытии дорог. Оно на время помогает. Я же говорю, что если у человека что-то серьезное, чистки дают эффект на время. На время закрывает этот пробел, дает человеку передышку, чтобы он, может быть, собрался силами, уже обратился к мастеру, обратился к профессионалу и так далее. То есть один шепоток и считать, что у тебя все должно получиться сразу. Так не может быть. Нужно свою энергию приучить сначала к этим силам, а потом уже пошло-поехало, и чем больше ты просишь, тем больше потусторонний мир, тонкий мир подстраивается под тебя и начинает тебя слышать просто. И ты уже только подумала, только захотела. Понимаете, люди, которые давно делают и очень много делают, и часто, и просто живут ритуалом, часто делают, получают, эти люди иногда и забывают, какие ритуалы делали, и уже оно работает. Они уже забыли, что они потом раз и резко, ой, я же ритуал делала, я же забыла, я же там неделю назад делала и вообще отпустила и забыла. Нет, оно сработало. То есть люди, которые интенсивно, часто и преданно делают ритуалы, через некоторое время говорят, а вы знаете, у меня было, можно, конечно, и на желание можно делать любые ритуалы, которые вам... Желание же тоже мольба, просьба. И они говорят, а вы знаете, я вот сейчас начинаю прям бояться, потому что такое ощущение, что меня начинает слышать пространство. Вот я захотела кольцо, и я еще не успела что-то сделать, особенно Анея очень сильно работает, Дед Сидор работает, эти ритуалы. Какой еще ритуал? Вот который надо читать на свое имущество, на свои деньги и так далее. Добрый день, Айша. Приумножение. Я, говорю, только подумала, пойду прочитаю, вот мне очень хочется купить это кольцо. И через некоторое время то ли скидку этому кольцу сделают, знаете, то ли кто-то подарит это кольцо. Люди буквально иногда боятся, потому что, ну как это так быстро услышалось вообще? Потому что вы часто делаете, и пространство привыкает к вашей энергии. И оно же сразу вам дает, да, каждому свое, у каждого свой любимый ритуал. Вот сделали и получилось. Афадеда или Афадзеда, по-разному ее называют. Вообще деда с грузинского, вообще с древней санскрите означает матерь. Матерь желания, Афадзеда или Афадеда. Понимаете, вот богиня желаний, значит, западная фортуна, да, Габондия, которая, северная фортуна, извиняюсь, сразу человек столько лет не мог квартиру получить, тут сразу дали. Человек сделал, казалось бы, такой, ну, не самой сильной мощности ритуал Ганеша, открой двери Ганеша. И говорит, я просто был в шоке, когда мои родственники мне подарили деньги и сказали, купите квартиру, молодые, и живите. Они купили там 3-миллионные квартиры, но, знаете, для наших городов России 3 миллиона, скажем так, недалеко от центра, замечательное жилье для молодой семьи. То есть каждому свое. Вот, казалось бы, вот этот ритуал очень сильный, человек сделал, но он получилось так себе, как бы, ну, чуть-чуть. Висар, да, казначей висар. Вроде получилось, но чуть-чуть. А сделала там более такой, который, казалось бы, более простенький, а у него получилось больше, сильнее. Понимаете? Вот почему их много, этих ритуалов, чтобы совпало с каждым человеком, с его генетикой, с его, скажем так, энергетикой и так далее. Теперь, почему я делаю такое объявление? Я делаю объявление, во-первых, для
Вы надоели уже вот этой хренью. Я вас блокирую. Я вот сделал, у меня мороз по коже, это плохо или хорошо? Вы задрали уже, реально, правда, этой тупости. Я устала. Я устала вам объяснять, что во время ритуалов может кружиться голова у человека, может энергия уйти. Это не хорошо и не плохо, это нормально. Кто-то делает, не чувствует ничего, но получилось. Кто-то делает очень много, почувствовал, получилось не настолько сильно, как думал. Понимаете, вы надоели просто. Свеча вот не так покапала, это хорошо или плохо. Да не трогайте мои работы, если вы еще не изучили мой канал. Теперь, о чем речь? Дорогие друзья, прежде всего для людей, с которыми я работаю, хочу обратить их внимание. Вот люди, которые мне написали отчет в эти дни. Те, с которыми я работаю, у них уже все отлично, нормально, я уже смотрю, закрываю молча. Вы поймите, их много сотен, я не успею, понимаете? Я сейчас вам просто пока покажу. Смотрите, вот это ответы за этот день, то есть с людьми, с которыми я работаю, да, вот отчеты, 442 отчета. Ответы номер 2, я уже заходила просто, это вчерашний еще не смотрела, 6 штук добавлены, но здесь тоже не меньше 200. Вот это вот отчет мне пишут люди. Это такое количество людей, с которыми я работаю. Понимаете? Сейчас, секунду. Одну секунду, я сейчас найду кое-что. Поэтому я объясняю, что всем я ответить не успею и смысла нет. Я отвечаю тем, у которых определенные проблемы, понимаете? Одну секунду. Посмотрю. Да. Ой, сейчас сосредоточусь. Значит, послушайте меня внимательно. А те, которые мне отчитались, с которыми я только начала работать, и отчитались в эту пятницу. У кого считаю нужным мне что-то сказать этим людям, я им говорю. В основном я смотрю, уже все хорошо, отчет. Отчет для чего? Чтобы я посмотрела, как продвигается моя работа с человеком. Если человек пишет, что все хорошо, у меня там целые талмуды, понимаете, вот целые талмуды, то сейчас даже один из них покажу. Вот такие вот толстые, вот такие книжки, которые у меня потом лежат, и в течение там года я уже их выкидываю, потому что уже за ненадобностью, потому что уже закрыта работа. Вот в этих книгах у меня записаны все люди, за что я делаю, что я буду делать, когда мне нужно делать, понимаете? Значит, что с кем нужно проводить, какое время нужно проводить и так далее. И поэтому физически просто нереально всем отвечать. Я вот прохожу, смотрю, я посмотрела все. Вот у человека, там человек пишет, например, я начала с ним работать недавно, говорит, у меня дрожь, усталость, там разбитость, все нормально. Так должно быть, потому что я уже говорила человеку, что в начале работы, как я возьмусь за вас, у вас будет плохое состояние, выжатость, разбитость, усталость. Некоторые вообще болеют, некоторым вообще плохо переносят некоторые чистки. Это нормально. Это как операция, внедряются в ваше тело и вытаскивают это, понимаете, отрывают. Это не может быть не болезненно. Есть люди, которые не чувствуют. У меня была женщина, она врач, она говорит, я вот ничего не чувствую и переживаю, а вдруг мне со мной не произойдет ничего. Я говорю, подождите вы. Она через 2 недели как почувствовала, так шандарахнула. Я говорю, вот теперь почувствовали? И отит начался, и ноги опухли. Но это было буквально несколько дней. Потом отпустила, и все. Но есть люди, которые очень мало чувствительны, они вообще практически ничего не чувствуют во время работы, но у них все получается на ура. Это чувствительность. У кого-то больше, у кого-то меньше. В этом ничего такого нет. Это как лекарство. Принимаешь. Если человек сам чистится, тоже чувствует боль. А если работает мастер, чувствует втройне. Чем отличается работа мастера и простого человека, который сам себя чистит? Дорогие друзья, работа мастера
отличается тем, что после того, как с вами работает мастер, ваши ритуалы уже получаются полностью, все просьбы. Потому что она открыла вам дороги, понимаете? Уже здесь другого варианта нет. А здесь может получиться, может хватить силы, может не хватить силы. Так вот, я говорю всем, кто пишет отчеты, особенно те, с которыми только работаю. Дорогие друзья, обычно я начинаю отвечать вам через 2-3 недели после работы, потому что уже происходят весомые перемены, и я уже вам говорю, что делать и как делать. Давайте вот сейчас я вам уясню. Если я с вами работаю недели 2, через 2 недели начните, можете и раньше, через неделю, у кого сказала, я говорю, в принципе, в начале, как надо делать. Можете через 2 недели уже начать чистки. Через месяц спокойно делать ритуал на удачу. Неважно, я закрыла работу с вами или нет. Закрыть это не значит все, закончить, сказать до свидания, больше не появляйся. Я говорила вам, закрыть работу нужно, чтобы энергия с меня не уходила. То есть я сделала, привела в порядок жизнь, закрыла все, защиту поставила человеку. И после этого открывают дороги судьбы у человека. И тогда у него идет намного лучше, чем было когда-либо. Вот как происходит чистка вообще. Теперь, смотрите, я знаю по срокам, можете не переживать. Я помню, когда одна женщина, кстати, ей надо написать, давно я ее не слышала, потом они приезжали с братом, меня приглашали в ресторан и прочее. Как она мне сказала, вы знаете, почему я к вам пришла? Я к вам пришла, когда один из ваших врагов, ну, очередные шакалы, сказали, вы знаете, я знаю ее столько лет, и она прям целое досье заводит на каждого из вас, записывает, с кем работает, по поводу чего работает, когда закончит работу. Вы знаете, что она все фиксирует. Я, говорит, когда это услышала, я сказала, вот это профессионализм, вот это подход к своей работе. Я, говорит, пришла к вам, попросилась, у нее действительно все замечательно, поперло и получилось, как должно быть. Но, говорит, я как раз, они-то думали, что это как в укор мне, знаете, сейчас люди подумают, ни хрена себе на людей там записывает, пишет там, значит, с кем, как, чего. А здесь она сказала, я просто обалдела, когда я услышала, что, оказывается, вы все это записываете. А как же я буду... А вы думаете, эти все ритуалы, эти все результаты людей, эти все подарки, благодарность, что ж, с воздуха падают? Это, знаете, это только идиоты могут говорить, что ей просто так дарят, потому что они дураки. Ни один человек, дорогие друзья, не подарит тебе браслет на 500 000, если ты не сделал такую работу, что просто, ну вот, ну ни в куда. Ну такое быть не может, согласны со мной? Теперь представьте, результаты этих работ, это не просто так, не с воздуха они сыпятся, эти результаты. Это работа, ты пишешь, фиксируешь. Вот я взялась за таких-то людей. Я не берусь за миллионы людей. Я могу в неделю взять, может быть, 5-6 человек. Поэтому у меня есть время и снимать, и говорить с вами, и книгам уделять внимание. Я больше акцент делаю на свое имя, на то, чтобы одним махом помочь огромному количеству людей, чем вот больше заработать. Да, я заработаю, это будут мои деньги, это будут мои имущества. Но мне и так нормально, дорогие друзья. Я заработаю, но понимаете как, я заработаю, но это будут только мои деньги и мое имущество, а вам от этого толку не будет. Но если я сокращаю, если я фильтрую людей и беру только тех людей, которые должны и нуждаются, очень прям ненадежных, и работаю с ними, я сама довольна, и люди довольны, и лишнего разговора нет, понимаете? И могу уделить вам время. Люди, которые принимают якобы там в день по 40, 50, 60 человек, они превращаются в машину для зарабатывания денег. Когда я приехала в Москву, ко мне приезжали богатые люди, консультировались, я им помогала, и они, видя мою силу, говорили, Инга, давайте с вами поработаем, мы откроем вам салон, значит, будем там крышевать, финансировать, вам никто ничего не скажет, а вот вместе поработаем. Я говорю, вы знаете, вы хотите превратить меня в машину для печатания денег. Если ты откроешь свой салон, тебе, значит, ты должен окупить эти расходы, значит, ты должен заплатить за аренду, значит, ты должен деньги, бабки зарабатывать, которые вкладываешь, да, якобы, ну, особо не вкладывать, но в любом случае помещение, все такое. То есть я превращаюсь для вас
в машину для зарабатывания денег. Я перестаю быть ведьмой. Ты мной уже управляешь. Ты говоришь, этому скажи порча, этому скажи столько, этому скажи то, запугай. То есть нам твоя цель много денег заработать. А потом куда-нибудь исчезнуть, да? А кто будет крайний потом Инга? А кому скажут потом это все предъявят Инге, правда? И я сказала, вы знаете, спасибо, но зевают люди, если во время чистки, эта энергия уходит. Моя бабушка зевала, когда отчитывала глаз все время. Она говорила, я через себя пропускаю. Но если так, грубо говоря, фильтруем вот эту энергию, она выходит в нас. Так вот, это энергия, это избыток энергии, который заставляет организм работать. Разные бывают моменты, разные бывают реакции. Так вот, дорогие друзья, значит, вот эти дни очень сильные, с 13 по 18 включительно. Дорогие мои, с кем я работаю, кто мне должен по пятницам отчитываться, особенно те, у которых там пока еще начало работ, начало, значит, у вас есть слабость и так далее, и так далее. Я на этой неделе ответила только тем, у которых пока еще, ну, как бы только начали работать и прям тяжелые моменты. А в основном я сейчас хочу сделать определенную вещь, чтобы не пропустить эти дни. Смотрите, я вам объявляю для начала, чтобы вы знали, что с 13 по 18 включительно, я вчера очень была занята и потом вообще заработалась, забыла зайти снять. Думаю, сегодня надо снимать. С 13 по 18 включительно делаете чистки и ритуалы на удачу. Лучше несколько дней чисток, а потом ритуалы на удачу, на просьбу, там, на исполнение желаний и прочее. Очень хорошо работает римский ритуал на деньги, попробуйте. Замечательно работает вообще. Следующий момент. Значит, для людей, с которыми я работаю, я хочу им сказать. Я на этой неделе, дорогие друзья, всем подряд отвечать не буду. Потому что я потрачу это время, вот, чтобы не пропустить эти дни. Я хочу для каждого из вас провести кое-что, прочитать. Вас много, но это много времени не занимает. Вот смотрите, вот это вот заказ Сорокауста, за здравие молебень и так далее, это все пришло с язычества. Когда приходили к жрецам в эти дни рождения нового солнца, давайте вы меня грузить не будете, Ольга, ладно? Я уже сказала, я не могу одно и то же повторять миллион раз, что вы можете сейчас провести любой ритуал, который вам нужен. Если вы к Фемиде хотите попросить что-то, значит, проведите к ней. Это просьба. Вы меня слышите, ау? Я хочу взять ваши фотографии, данные тех людей, с которыми я работаю, всех, у которых и хорошо, у которых еще только началось и так далее. И я хочу в эти дни для вас провести кое-что. То есть начитывается на имя человека. Вот фотография, данные на этого человека. То есть для него, от его имени просьба к богам. Для того, чтобы усилить его жизнь. И вот таким образом я хочу эти дни посвятить тому, чтобы для вас, для людей, с которыми я работаю непосредственно, да, лично с ними, провести эти ритуалы просьбы. Поэтому на этой неделе, на эту пятницу, кто мне писал, пока я вам не отвечу. Но я хочу, чтобы вы знали, когда я буду проводить на каждого из вас разные дни, потому что в один день я не смогу всем, естественно, это физически невозможно, но за 5 дней я буду уделять там несколько часов это делать, потом опять, сегодня уже делала одну часть. За 5 дней я хочу на вас это прочитать. У вас будет жар, холод, внутренняя трясучка, может плохо стать, может голова закружиться. Постарайтесь в эти дни особо, так далеко не ездить, потому что, до такого состояния не дойдешь, чтобы вам в обморок вы упали. Но может быть состояние трясучки внутренней такой, с кем я начала работать, скажем так, начиная несколько месяцев назад, да. Но и с людьми, у которых уже все хорошо, и которым я закрыла работу. То есть я просто этот весь свой талмуд буду сидеть, начитывать
там, например, такая-то, такая-то, рожденная такого-то числа, вот и так далее. А дальше уже называется вызов фантома. Фантом, вы знаете, что такое фантом. Если у нас, скажем, генетический код, то есть генетика, это носитель ДНК – это носитель нашей генетики, то есть цвет глаз, цвет волос, там, размер губ и так далее, то фантом – это ДНК души. Фантом это то, что собрано внутри нас. Это подсознание, это наши страхи, наши радости, наше сознание. То есть мы. Не совсем наша душа, душу мы вызвать не можем живого человека, он упадет, умрет. Но фантом человека, то есть все его сущность, вот его базу данных, это есть фантом, если так объяснить. Таким образом и делается, если без фотографий читают на человека или без фотографий зло наводит или добро, это по фантому, фантом человека. Так вот, вызов фантома человека, я иногда говорю, я понимаю, что люди, которые не очень меня любят, знаете, они после моих лекций умнее становятся, просвещаются, потом начинают в Гугле искать это, что означает, чтобы меня облаять. Как раз вот после моих слов. То есть они у меня узнают это все, естественно. А где еще узнать? Так вот, дорогие друзья, все, кто отчитался мне в пятницу, и все, кто, с кем я работаю давно, несколько месяцев, все, с кем я работаю сейчас, в эту пятницу я вам не отвечу. В эту пятницу я вам буду делать работу. Я ответила только тем, у которых сложный случай, и им надо было. Я вас всех прошу, с кем я работаю, в эти дни обязательно провести чистки, а после сделать ритуал на удачу. Невзирая на то, что, как правило, когда я чищу, я говорю, пока подождите, можете провести потом эти ритуалы на удачу, пока я буду чистить, понимаете? Но, невзирая на это, сейчас я хочу вас попросить. Все те, с которыми я только работаю или давно работаю, в эти дни проводите чистки, а потом ритуалы на удачу, вот эти 5 сильных дней. Проводите любой из этих чисток. Соляной столб очень легкий и очень сильный, например, да, проводите. Ну, остальные чистки, которые вам доступны, понятны. Далее, значит, что я хочу сказать. У нас с вами результаты замечательные, очень хорошие. И поэтому, во-первых, я хочу поблагодарить людей за их честность, за то, что они снимают, отправляют, за то, что они других людей вдохновляют на то, чтобы бороться за себя и получать. Я хочу поблагодарить людей за то, что они пишут все-таки. Они могут просто получить, сделать ритуал, получили что-то, понимаете, и как-то и все, не обязательно и говорить. Но эти люди шлют мне дары, эти люди благодарят, эти люди мне шлют дары разного типа. И знаете, сколько было случаев, особенно часто бывает Казахстан, когда люди продают квартиры и так благодарны. Я даже не знаю этих людей, они просто через Яну отправляют благодарности. Много такого. Это результат того, что это напряженный труд. Это очень напряженная работа. Вы знаете, дорогие друзья, работа спасает от всего. Я всегда говорила, почему мне некогда вообще концентрироваться на что-либо. Вот, например, скажем, травля. Вот травля что такое? Травля – это стравить, это отравить твою жизнь, существование. Но травля – это когда жертва бежит, а жертву догоняют, добивают, понимаете? Терзают жертву. Вот добить, догнать, растерзать – это есть травля. А если ты не бежишь, то никто на тебя не охотится, правда ведь? Вот надо понять эту простую истину. Охотиться на тех, кто бежит. Если этот человек не бежит, если он стоит на своем месте, никто на него охотиться не будет. В травле участвуют две стороны. Одна сторона нападает, другая защищается. Но если одна сторона нападает, а другой стороне похеру, тогда нападающий, не получая вот эту отрицательную злую энергетику, начинает жрать саму себя, понимаете? Саму себя съедает. И всегда запомните, люди, занимающиеся травлей, собирают вокруг себя злую энергию. А если вы эту злую энергию не берете себе, то есть не забираете себе, а просто вот закрываете себя этой занавеской, эта злая энергия куда-то должна деться. Она обрушивается на голову того человека, который этой травлей занимается. Мне некогда было абсолютно никогда концентрироваться, понимаете?
чтобы я не бежала, поэтому меня травить не могли. Травят того, кто бежит. Если ты стоишь всегда и абсолютно не реагируешь на это, просто делаешь свое дело, то никакая травля не срабатывает, поймите. Я хочу вам сказать, что люди, которые подвергались травле, и вообще все великие люди подвергались травле, все, кого вы знаете, и тот, кто реагировал на эту травлю, он умирал, потому что отрицательные вот эти вот выработки мозга, отрицательные, знаете, внутренние вот гормоны, которые говорят, то есть которые приводят человека к злости, к огорчению и так далее, они травят человеку жизнь и уничтожают в итоге. А если ты этого не допускаешь, просто его нет. Смотрите, одного из величайших писателей современности 20 века, Вильям Саруян. Он был очень красивый мужчина, у него было много любовниц, он был гуляка, но он был очень гениальный писатель. Вильям Саруян, который написал огромное количество произведений, до сих пор по этим мотивам снимает фильмы, играют на сценах Америки тем более. И вот когда у него уже 40 с чем-то лет писательской деятельности, его пригласили куда-то, и журналисты стали задавать вопросы и так далее, и сказали: скажите, мистер Саруян, вот как вам удалось быть таким вот знаменитым, богатым писателем? Ведь вы один из обеспеченных, богатейших писателей нашего времени. Ведь вас же как бы после выхода каждой книги вас там травили в прессе, писали такие гадости про вас и так далее. Как вам удалось все же не сломаться и остаться на высоте, одним словом, ну, на вершине своей, еще и зарабатывать, еще и быть один из востребованных писателей? Он сказал: а я просто не читала это все. Я даже не знаю, что там писали. А что, много плохого писали, что ли? Он удивился. Понимаете, вот в чем секрет. Если человек концентрируется на травле, если человек концентрируется на плохом, то он останавливается. А задача любого, кто отравляет, тебя остановить. Понимаешь? Просто тебя остановить. Вот есть, например, идет, скажем, шакал, да, и рядом идут вот эти вот, скажем, как их еще называют, вот гиена идет, рядом чепрачные шакалы, которые хотят поживиться кусками этого барского пира. Вот идет шакал за жертвой, чтобы терзать его, а гиены то есть идет гиена, а шакалы, чтобы поклевать. То есть есть гиена, которая ищет жертву, и есть шакалы, которые присоединяются. В природе также. Они сопровождают гиену, потому что чувствуют, что пахнет кровью, что сейчас где-нибудь запахнет кровью, а им что-то припадет. И если гиена не находит жертву, если эта жертва не убегает, если эта жертва стоит спокойно, если эта жертва не становится их жертвой, то что происходит с гиеной и шакалами? Гиена начинает пожирать шакалов, потому что он же что-то должен жрать. Вот так и происходит, что люди, которые устраивают травлю, в итоге начинают друг друга жрать. И я вам еще раз говорю, травля происходит только тогда, когда ты убегаешь. Ты убегаешь, за тобой гонятся. Если ты не убегаешь никуда, они могут гнаться куда угодно. Они потеряли жертву, его нет. Понимаете меня? Так вот, о чем я хочу сказать. Почему мой секрет долголетия в Ютубе, вообще в моей профессии в том, что мне некогда реагировать на глупости. Я настолько загружена работой. У меня все время в голове книги, дела, там работа, люди. Как я могу сидеть и смотреть, реагировать на какие-то там тупые ролики и так далее, если у меня люди, я взялась помочь людям, у меня столько людей, я с ними работаю, у меня нет времени на эту всю хрень, понимаете? Поэтому, дорогие друзья, говорю вам еще, пожалуйста, те, с которыми я работаю, услышьте внимательно и узнайте, что в эту пятницу я мало кому отвечу. Не говорю, никому не отвечу, но мало кому отвечу, потому что у меня нет времени. А нет времени, потому что я это время хочу на вас потратить. Симптомы я вам перечислила. Может быть немножко плохо, может шатать, может жар, холод кинуть. Это буквально полдня, понимаете? Буквально может полдня быть, и не более того. И
Потом это пройдет. Но я хочу усилить работу с вами. Как происходит вообще, ну, в буквальном смысле, в двух словах рассказываю. Ты открываешь, смотришь, с кем ты работаешь, ты для этого человека делаешь работу, ты усиливаешь для него работу. То есть ты для него просишь, чтобы работа, которую ты делаешь для этого человека, получилась лучше. Понимаете, это не сказать, что это ритуалы. Ритуалы с такой быстротой и огромным количеством людям не проводятся. Но это просьба для каждого отдельного человека, с которым я начала работать, чтобы усилить их, и чтобы у них работа со мной дала результат, чтобы оно быстрее получилось. Поэтому в эту пятницу вы отчитались, отлично, я посмотрела, работаю с вами. Отчитайте следующую пятницу, заодно и скажете свои ощущения. Но если у вас были сделки, которые никак не шли вперед, очень может быть получится. Если у вас были какие-то трудности, они могут закончиться, потому что это очень сильные дни. И все, с кем я работаю, у меня к ним просьба, пожалуйста, проведите сами тоже чистки и ритуал удачи. Неважно, сейчас я с вами работаю, только начала или нет. Я очень надеюсь, сегодня целительный ритуал одной из своих бабушек, даже не бабушек, прабабушек, это бабушка моей мамы. Звали ее Марта. Прабабушка моей мамы, бабушку ее Арусяк звали. Там женщина была, ну просто, ну, замечательный человек. Она была и повитуха, и знахарка, и сельский врач. Она, ее называли Марта Ханум. Она, сидя с нохи, приносили с утра ей кофе, значит, делали ей массаж рук, волосы расчесывали, и там косы заплетали. Ну вот она была вся такая мадам, очень красивая женщина. Я видела ее фотографии молодости, голубоглазая, красивая женщина. И очень знаменитая знахарка. И поэтому я хочу из ее рецептов, из ее вот на основе ее знаний создать кое-что, чтобы люди могли себе помочь улучшить свое здоровье. Уже который день, то есть уже создано оно есть, но я хочу его, как бы сказать, подогнать под простого человека, понимаете, улучшить. Вылечить не могу пообещать, но что улучшить это состояние, это может быть. Что касается теперь маленького такого вопроса моих фотографий. Дорогие друзья, люди, которые выставляют мои фотографии, они не молятся на мои фотографии, на мой образ. Это не культ личности, это не сумасшествие какое-то, это не что-то ненормальное. Я вам объясню сейчас, что это такое. Послушайте внимательно. Есть врачи-профессора, замечательные доктора. Они настолько замечательны, что со всех концов мира молодые врачи стремятся к нему в ученики. Какой бы он ни был грубиян, какой бы он ни был сложный человек, они готовы на все, лишь бы его ассистировать, лишь бы посмотреть, как мастер работает, пока он жив. Настолько он для них, знаете, как икона стиля, настолько он для них пример. Есть художники, и молодые художники стремятся у него научиться, понять его стиль, как он сделает, что. Есть стилисты, у которых приходят учиться. Это люди пример, это люди-лидеры, это люди, скажем так, передовые в своей профессии, да? Есть врач такой, а есть врач, который просто спасает, вытаскивает с того света и говорят, ой, это доктор там со смертью воюет. Он творит чудеса. Этого доктора, значит, могли просить, этого доктора могли отвезти на любой конец света, оплатить его расходы, лишь бы он работал и спас чью-то жизнь. Так точно так же здесь. Люди вешают фотографии тех людей, которые для них пример. Не для того, чтобы молиться. Когда вы идете к человеку ученому, у него фотографии Менделеева, у него фотографии, может быть, других знаменитых ученых. Это же не значит, что он молится на них, да, что он там сидит, свечи зажигает и просит их о помощи или считает их богами. Нет, это примеры его в жизни. Он смотрит на них и понимает, вот это люди, которому я хочу равняться. Точно так же с моей фотографией. Фотографии люди ставят не потому, что они считают меня божеством, а потому, что я для них пример. Они видят меня, им спокойно жить. Они знают, что в этом мире есть я.
Они знают, что в этом мире есть мои работы, мои беседы, которые всегда их успокоят. Когда человеку плохо, он смотрит на фотографии того человека, который для него пример. Присутствие этого человека в его жизни дает ему успокоение. Понимаете? Не потому, что я божество или меня Богом сделал. Я никого никогда не просила, ставьте мои фотографии, берите и так далее. Никогда этого не было. Мои фотографии не чудотворные. Я обычный человек, как и вы. Просто мне дано чуть больше, чем вам. Я имею в виду в магии, и остальном у каждого свое. Может, есть люди, которые более одаренные и могут рисовать и танцевать и так далее. Не могут, может быть, а так и есть. Но я одаренная в своей профессии, я первая в своей профессии. И люди ставят мои фотографии для того, чтобы знать, чтобы все время помнить и перед глазами. Вот стойкий человек, пример для меня. Понимаете? Пример для меня. Да, и сила рода в том числе. Сила рода каждой ведьмы помогает людям, которые к ней относятся хорошо. Пример – этот человек стойкости, силы. И травли выдержала, и операции выдержала, и страшные вещи в жизни выдержала. И столько делает и сделала. Почему бы нет? Вот пример для человека. Хочу вот так же быть стойкой, сильной, как она. Почему бы нет? Вот из-за чего. А для другого человека просто мой канал утешения. И когда ей очень тяжело и плохо, она знает, вот есть ее канал, есть она. Если что, напишу, попрошу, спрошу, узнаю. Это дает им успокоение, понимаете? Потом, фотография человека говорит о том, что за этим человеком стоят силы. Почитание этого человека и благодарность к этому человеку, уважение к этому человеку уже привлечь на свою сторону силы. Силы – это родители ведьмы, это духовные родители ведьм. Ведьмы ей дают тело женщины, но на самом деле она сущность во плоти. У меня есть земные родители, но это не мои родители в том плане, что они просто дали мне жизнь. У меня другие родители, которые всю жизнь меня ведут. Это духовные мои родители, понимаете? И если меня обижают, мои духовные родители за меня заступаются. Вплоть до смерти людей. Могли бы люди долго жить, но открыли канал, начали на меня гавкать. Через какое-то время их не стало. И самое смешное было, когда мне передали. Вот там сказали, что она умерла своей смертью. Конечно, она умерла своей смертью. Чужой смертью никто не умирает. Каждый умирает своей смертью. Но если человеку было 50 лет, а человек мог жить 70-80 лет, а почему же она умерла именно сейчас, когда начала на меня гавкать, через полгода ее не стало? Почему именно сейчас она померла, а не через 20 лет? Почему уже вторая, третья померла именно сейчас? Вопрос не задаете никогда? Это говорит о том, что духовные родители ведьм – это силы. Силы за нее наказывают. Или поощряют. И люди, зная это, почтительно к ней относятся. Если раньше не было интернета и возможности видеть этого человека, что-либо у него взять, какой-то предмет у себя хранить, поэтому люди шли там на поклон. Сейчас они могут просто… Спасибо большое. Сейчас они могут просто твои фотографии поставить и тем самым задобрить те силы, которые за твоей спиной, и чувствовать защиту этих сил. Ведь, послушайте меня, дорогие друзья, вот я вам приведу элементарный просто пример. Вот у вас ребенку кто-то сделал красивый подарок или там сказал хорошее слово. Ребенок пришел весь воодушевленный, радостный весь день. Вы же рады, вы же благодарите этого человека, вы же как бы внутри благословляете, вы выражаете благодарность, вы уважительно относитесь, вы говорите, если человеку будет нужна помощь, вот он так хорошо отнесся к моему ребенку, и я в обратную ему помогу, да, в трудное время, если ты еще и имеешь такую возможность, и связи, и деньги, и так далее. А если кто-то твоего ребенка обидит или скажет грязное слово, или обнулит его заслуги, или принизит, или что-то там поиздевается, вы же всегда пойдете за него заступаться, правда? Вы отпинаете этого человека, и тем более, если у вас высокие возможности, вы вообще его сравняете с землей. Вот то же самое и силы. Силы сопровождают ведьмы. Если вы уважаете ведьму, если вы к ней относитесь хорошо, силы помогают вам, они поворачиваются лицом к вам и благословляют ваше дело. Если вы не уважаете этого человека, если вы обзываете и гадости делаете, то ваш век короткий, то у вас очень много может посыпаться на голову проблем, потому что вы обижаете ребенка этих сил.
Вот и все, что не хочешь, не нравится человек, будь нейтрален, не говори ни хорошего, ни плохого, иди своей дорогой. Вот я зайду в YouTube, там, например, что-нибудь смотрю, фильм какой-нибудь, клип какой-нибудь, посмотрела, херня. Вот херня на постном масле. Но я не напишу, а что за хрень, а что за фигня. Вот мне не понравилось, я пошла дальше. Я больше туда не зайду. Но если я хочу укусить человека, если я гнилая тварь, я вижу там красивые женщины, написала там, ой, ты уродка, ты и это и так далее, то почему бы мне не получить по башке? Тогда справедливости не будет в мире, и мироздание разрушится, потому что мироздание держится на справедливых законах, да? На справедливости, на разуме. Итак, дорогие друзья, вот еще вам ответ на вопрос, почему люди мои фотографии ставят и что им это дает. Никому никогда не говорила, ставьте мои фотографии или молитесь мне. И это не нужно делать. Я не божество, я обычный человек. Но люди фотографию себя держат, знаете, чтобы мои силы им помогали, чтобы они видели почтение ко мне и были благосклонны к ним. И это тоже срабатывает. Чтобы все время перед глазами был пример жизни человека, если они мне симпатизируют. Просто потому, что любят меня и хотят видеть меня, им хорошо со мной. Или просто потому, что они видят мое присутствие в своей жизни, им спокойно жить. И да, уверенность есть. Если что-то не то, зайду, сделаю ритуалы. Кроме того, мое фото все время им напоминает не лениться делать ритуалы, не лениться и так далее. Когда человек смотрит на фотографию человека близкого себе, вспоминает все, что этот близкий человек ему говорил, советовал, объяснял, понимаете? И в трудную минуту просто становится легче. Вот и все. Это не поклонение, это не какое-то там, знаете, сподвижничество или возведение в культ личности. Это просто уважение к человеку. А когда меня не станет, я уверена, что много дней будет гореть свеча у моей фотографии. А может, вообще потом у многих будет моя фотография, будут обращаться ко мне и просить меня, я буду приходить во сне и объяснять, и говорить, и помогать столько, пока из меня не сделают такое маленькое божество, знаете, башка. То есть наполнит мой эгрегор постоянными просьбами. А как вы хотели? Это так и есть. Если был человек, который был силен при жизни, после смерти к нему тоже обращаются. Все время обращаются, просят, все время говорят. И рано или поздно этот человек становится уже неким культом. Становится некой, знаете, некий объект, святыня поклонения. Вот как, например, стала Мария Лаво, которые все время приходили и просят, и приходят к ее могиле, и что-то там у нее просят. Правда, она злится все время, потому что приходят всякие и просят у нее дать ей силу свою. И она злится и все время снится своим ученикам и говорит: приходите, очистите мою могилу от этой всякой хрени. А там валяются и расчески, и губная помада, чего только они не приносят. Люди на все согласны. Люди думают, что найти могилу ведьмы, попросить, и можно взять ее силу. Поэтому я и сказала, когда я уйду из этого мира, а это всего лишь переход в мой дом вечности, я не переживаю по этому поводу, и не плачу. Только дураки говорят: ой, она говорит о смерти, она переживает. Я не переживаю, просто я по-другому смотрю на эту жизнь. Я слишком мудро смотрю на этот мир. И для меня это не переживание и страх, для меня это обычная вещь. Я пришла, погостила, оставила потомство, оставила свое дело, свое имя, все, пора уйти. Когда я сделаю все, что сделаю, я уйду. И я всегда говорю, я не хочу могилы, именно по этой причине. Чтобы всякие чмошники не ходили, гипнозом не вызывали мою душу. Вот Хосроева говорит, что я горю в аду за свое колдовство и всякую хрень. Кстати, если такое будет, не верьте никогда. Я никогда в жизни каким-то чмошникам с того света не собираюсь приходить и тем более такую херню нести. Так что это все фигня на постном масле. Заранее предупреждаю. А то, блин, при жизни гавкали на меня там всякое придумывали. И после смерти вообще будут придумывать каждый... Вот Инга меня благословила, Инга сказала, ты можешь, ты человек силы. Никого не благословляю, никому такое говорить не собираюсь. Вот заранее вам говорю, как адвокаты, да, как говорят, если я вдруг там со мной что-то случится, знайте, я с собой не покончила и не кинулась с моста. Итак, дорогие друзья, да, и я к тому, что меня кремируют, поэтому и не мечтайте прийти на мою могилу и просить могилу, а хрена вам. Сейчас прямо дам, конечно. Итак, дорогие друзья, эту пятницу на отчеты ответила только тем, у которых пока еще трудная ситуация. Остальных прошу
делать чистки и ритуал на удачу. Невзирая на то, что я говорю, что когда я вам скажу, тогда. Вот сейчас я говорю, вот в эти сильные дни не пропускайте никто. Далее. Я буду с вами работать, с вашими именами, и я буду усиливать работу с вами и просить за вас в эти сильные дни, когда открыты небеса. Одно дело вы попросите, другое дело, когда просит ведьма. Потому что в древние времена как раз в эти дни приходили к жрецам, и жрецы просили за людей, передавали эту просьбу. Потому что у жрецов было больше прав заходить и в святилище, и в капище, и так далее, и так далее. Все, не забывайте про эти дни. Это рождение нового солнца называется. Обновление солнца, открытие небес. Проведите, даже проведите вот ритуалы именно связанные. Сейчас я вам скажу. Саида Мазерон, например, вот восточный ритуал, да? Сейчас. Значит, богиня Аши, фортуна персидская, вот это. Потому что Аши была дочерью Ахура Мазды. Можете провести обращение к Ахура Мазде, потому что как раз эти дни из зороастрийского календаря, собственно говоря. Одним словом, просите, и дано будет вам. А всем остальным я уже сказала, что в эти дни я буду с вами проводить. Поэтому у вас, если будут какие-либо симптомы, не пугайтесь, это нормально. Всем удачи!